Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня! Кто со мной давно знает, я большая любительница выпечки на сковороде. Сегодня предлагаю просто обалденный рецепт пирога или торта. Но я уверена, его можно подать и на праздничный стол. Вы только посмотрите, какая текстура. Миллионы пузырьков, он влажный, сочный. Пробуем. Ой, какой мягкий! В миску разбиваю 3 яйца. Все ингредиенты у меня комнатной температуры. Добавляю 150 граммов сахара и щепотку соли. Все хорошо перемешиваю. Не нужно взбивать, просто хорошо перемешать, чтобы сахар растворился. Когда сахар практически растаял, вливаю молоко 180 мл, 90 мл растительного масла без запаха. Я предполагаю ваши вопросы, можно ли заменить на сливочное. Можно, но вкус будет другой. И сложно испечь пирог, он почему-то пригорает на сливочном масле. Снова все хорошо перемешиваю. Убираю венчик и начинаем вводить сухие ингредиенты. 210 граммов муки, 40 граммов какао и просеиваю. Какао рекомендую просеивать, потому что, посмотрите, он комкуется. Такой нехороший. В самом конце добавляю пакетик разрыхлителя. У меня здесь 15 граммов. И все. Осталось только хорошо все перемешать, чтобы не было комочков. Все, и тесто готово, как жидкая сметанка. Блестящее такое, гладенькое и миллионы пузырьков уже. Все. Сковорода, диаметр 26 сантиметров, глубокая, высокие борта. На низ выкладываю пергамент. Так проще потом достать пирог. Выливаю тесто. Ставлю на огонь. Плотно накрываю крышкой. Плотно-плотно. И делаю минимальный нагрев. Из моих 12 это будет двоечка. 20 минут крышку открывать нельзя. Набираемся терпения. А я пока рядом орешки подсушу. Нужно как-то украсить наш тортик. А вот так вот, я думаю, будет достаточно. И сразу сделаю заливку. В стакан миллилитров 100 молока. Заливку можно сделать просто молоко, можно добавить в него сгущенное молоко, можно добавить ириску, можно сделать кофейную заливку, а можно какао. Вот так вот чайную ложечку какао сюда, щепотку соли. Все хорошо перемешиваю. И в микроволновку на 1 минутку. Или на 2. Будем ориентироваться по смеси. Прошло 20 минут, и только сейчас мы можем поднять крышку и быстренько вытереть конденсат. Посмотрите, как хорошо поднимается пирог. Но он еще сырой, это видно. Продолжаем. Ну, еще минут 15-20. Да, друзья мои, этот пирог мы не переворачиваем, а печем прямо так. Все покажу. Друзья мои, посмотрите, как хорошо он поднялся. Опа. Ну, красавец. Просто огромный. Ну, потому что у нас и диаметр сковороды огромный. Краешки уже вижу хороши, середина еще сырая. Вытерла конденсат, снова накрываю. Так, а сколько еще ждать? Ну, Сережечка, как только испечется, сразу и готово. А откуда мы узнаем? Я все покажу. Мой пирог выпекался ровно 45 минут. И вы посмотрите, каким он был, а каким он стал. Огромным. Просто огромный. Верхушечка вся сухая. Проверяю зубочисткой. Она выходит полностью сухой. Все отлично. Поддеваю лопаточкой аккуратно. Внизу у нас пергамент. Ну а бока нужно, друзья мои, вот так вот поддеть. Ой, как он пахнет шоколадом. И сейчас сверху накрываю крышкой или тарелкой. Посмотрите, какая красота. Убираем пергамент аккуратно.
Ничего не подгорело. Все красивенько, как вы видите. Снова в сковородку. Опа! И сейчас сюда. Ой, какой красивый. Беру вилку. Делаю вот такие вот наколы по всему пирогу. Или торту. Я думаю, смело можно его назвать тортом. Наша заливка. И берем и поливаем. Аккуратно, чтобы так попало в эти дырочки. Пока он еще тепленький. Даже можно сказать горячий. Почему я делаю это в сковороде? Для того, чтобы вся пропитка ушла в пирог, а не просто стекла на блюдо, если бы мы его переложили. Как вы заметили, в заливку я не добавляла сахар, чтобы пирог был не приторный, потому что еще будет продолжение. Сверху же его тоже покроем вкусняшкой. Накрываю крышкой и даю пирогу хорошо пропитаться. Ну, минут 15-20. А мы пока сделаем вкусную шоколадку из того, что есть дома. У меня будет самая обычная домашняя глазурь. Для этого в сотейник 4 столовые ложки сахара, 4 столовые ложки какао. По шурику сейчас, друзья мои, по шурику. Без горок. Немножко перемешаю. И сюда же 4-5 столовых ложек молока. У меня прямо из холодильника. Все хорошо перемешиваю, чтобы сухая часть стала жидкой, мокрой. Ой, я в восторге. Такой шикарный пирог получился. Хозяюшки, если вам не нужен такой большой пирог, у нас семья большая, вы можете сделать это даже на 1 яйцо, на 2 яйца. Будет зависеть высота, время выпечки, конечно же, уменьшится. И все ингредиенты делите на 3. То есть на 1 яйцо понадобится 50 граммов сахара, 60 миллилитров молока, 30 миллилитров растительного масла, 70 грамм муки, 15 граммов какао, 5 граммов разрыхлителя и для заливки 2-3 столовые ложки молока. И даже если вы живете одна или один, вы можете испечь себе небольшой маленький пирожок на маленькой сковородке. Поверьте, это очень вкусно. Все, когда у меня получилось вот такая вот густая штучка, ставлю на огонь. И постоянно помешивая, довожу до таких активных бульбашек. На это уйдет буквально 1-2 минуты. С каждой секундой становится все жиже и жиже. Сахар тает, смесь начинает закипать, густеть. Так прям хорошо густеть. Это заметно и ощутимо. О, видите, бульбашки какие красивые. Все, снимаем с огня. Добавляю 50 граммов сливочного масла и вмешиваю. Конечно же, можно растопить шоколад в микроволновке. Быстрее будет. Ну, у нас нету шоколада, у нас есть какао. Когда масло вмешалось, посмотрите, какая красота получилась. Гладкая, блестящая глазурь. Все, даем ей немножко остыть. А мы пока орехи нарубим. Все, достаточно. Берем праздничную тарелку. Наш тортик. Его нужно достать. Опа, сделаем так же само, как мы его туда и поместили. Опа. Посмотрите, какой высокий, какой мягкий, какой сочный. Это просто. Ой, Аня радуется, как ребенок, потому что знает, насколько это вкусно. И поливаем шоколадом. Пусть он сам себе там распределяется, как ему нравится. Но красота. Ладно, немножко его поторопим. Я назову его, знаешь как? Черный принц. Красивый? Берем наши орешки и посыпаем. Как нам нравится, сколько хотим, посыпаем. Они придадут приятный хруст, конечно же, и вкус. Все, шедевр готов.
Нужно дать ему немножечко, конечно, стабилизироваться. Хотя бы, я думаю, выдержу минут 30. Смотри, просто как по маслу. Какой он мягусенький. Готовы? Оп. Посмотрите. Ну не чудо ли? Торт получился, смотрите какой. Сочный, пропитанный, пористый, мягкий-мягкий. И вот так вот. Ой, прям пушочек. И это все, друзья мои, мы сделали на обычной сковородке. Во! Это обалденно. Посмотрите. Какой он мягкий. Какой он сочный. Видно? Видно, видно. Друзья, это заслуживает лайка. Готовьте обязательно. Готовьте с удовольствием, радуйте своих близких и наслаждайтесь жизнью. Да, еще Мир покажу. вашему дому и благополучие. Покажи.